Здравствуйте, друзья! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Татьяна, если вы вдруг не знаете или забыли. Сегодня я предлагаю вашему вниманию шуточный тест, насколько хорошо вы знаете русских. Итак, тест, насколько хорошо вы знаете русских людей. Первый вопрос. Самое популярное домашнее животное русских. Медведь, собака, кот или енот. Второй вопрос. Столица России. Город. Москва, Ленинград, Санкт-Петербург, Сталинград, он же Волгоград. Третий вопрос. Владимир Ильич Ленин был президентом, царем, вождем пролетариата. Четвертый вопрос. Президентом Российской Федерации на сегодняшний день является Дмитрий Медведев, Владимир Путин, Иосиф Сталин. Пятый вопрос. В Санкт-Петербурге протекает река Волга, Нева, Питер-река. Шестой вопрос. На Новый год русские люди готовят салат. Красная Москва, новогодний, оливье. Седьмой вопрос. Именинника русские люди тягают за уши, просят спеть или станцевать, просят рассказать анекдот. Восьмой вопрос. Александр Пушкин – известный русский певец, поэт, политик. К своему начальнику русские люди обращаются по имени-отчеству, по имени, по фамилии. Десятый вопрос и последний. Один из самых любимых русских тортов называется Наполеон, Путинка, Красная Москва. А теперь ответы. Интересно, сколько же у вас правильных ответов. Итак, первый вопрос был. Самое популярное домашнее животное русских – медведь, собака, кот или енот? Конечно же, это не медведь, это собака или кот, как и у всех нормальных людей. Второй вопрос. Столица России – город. Москва, Ленинград, Санкт-Петербург, Сталинград, он же Волгоград. Конечно же, это Москва, по крайней мере, на данный момент. Третий вопрос. Владимир Ильич Ленин был президентом, царем, вождем пролетариата. Конечно же, он был вождем пролетариата, никаким не царем и не президентом. Четвертый вопрос. Президентом Российской Федерации на сегодняшний день является Дмитрий Медведев, Владимир Путин или Иосиф Сталин. Конечно же, это Владимир Путин. Дмитрий Медведев на сегодняшний момент председатель правительства Российской Федерации, а Иосиф Сталин был руководителем СССР. Пятый вопрос. В Санкт-Петербурге протекает река Волга, Нева, Питер-река. Конечно же, это Нева. На Волге расположены Нижний Новгород, Казань, Самара и Волгоград. Питер-река, такой реки не существует. Я ее выдумала сама. Шестой вопрос. На Новый год русские люди готовят салат. Красная Москва, новогодний, оливье. Красная Москва – это название советских женских духов. Новогодний я тоже только что придумала. Конечно же, это оливье. Седьмой вопрос. Именинника русские люди тягают за уши, просят спеть или станцевать, просят рассказать анекдот. По традиции именинника русские люди тягают за уши. У меня есть видео об этой традиции, о том, как русские люди отмечают, празднуют день рождения. Также оставлю ссылку на это видео. Восьмой вопрос.
Александр Пушкин – известный русский певец, поэт, политик. Конечно же, поэт. Я не сомневаюсь, что вы все это знаете. 9 вопрос. К своему начальнику русские люди обращаются по имени-отчеству, по имени, по фамилии. У меня также есть видео на эту тему. И к своему начальнику, конечно же, русские люди обращаются по имени-отчеству. 10 вопрос. Один из самых любимых русских тортов называется Наполеон, Путинка, Красная Москва. Вы уже знаете, что Красная Москва – это название советских женских духов, Путинка – это название водки, а вот Наполеон – это торт с самым вкусным в мире заварным кремом. Советую вам его попробовать. Тест, который касается русского этикета. Я буду зачитывать вам вопросы, а вы вспомните, как поступают в подобных случаях в вашей стране, и подумайте, как могут поступать русские люди. Итак, у меня для вас 16 вопросов. Первый вопрос. Можно ли при знакомстве спрашивать о возрасте? Мужчин можно спрашивать о возрасте, женщин, я думаю, не рекомендуется. Это считается дурным тоном, и ни одна русская женщина в идеале не скажет вам правду. В лучшем случае она будет отшучиваться, в худшем это вызовет агрессию. Русская женщина должна выглядеть всегда красиво и молодо, и любое упоминание о возрасте ее печалит, как мне кажется. Поэтому вы можете часто услышать на дне рождения женщины такие тосты, как «выпьем за твои 18 лет», «выпьем за твои 20 лет» и тому подобное. Так что не спрашивайте, сколько мне лет. И на всякий случай мне 27. Второй вопрос. Можно ли спрашивать о размере заработной платы? У нас, в принципе, спрашивают о размере заработной платы, сколько ты зарабатываешь, но не ждите, что вам ответят правду. Лучше при первой встрече, конечно же, об этом не спрашивать. Нормально, когда об этом спрашивают родственники или друзья, но опять-таки не факт, что вам ответят правду, потому что русские любят прибедняться во избежание зависти. Третий вопрос. Можно ли, придя в гости, спрашивать о стоимости дома, квартиры? Я считаю, что можно, но не сразу. Если дом, квартира обошлись хозяину дорого, то он непременно захочет похвастаться, похвалиться и, скорее всего, сам вам скажет об этом, или же такой вопрос только обрадует его. Четвертый вопрос. Можно ли, получив подарок, сразу же его осмотреть? Насколько я помню, раньше не было принято сразу же открывать подарок, это считалось дурным тоном. Поэтому чаще всего, когда дарили подарок, то даритель говорил, что находится в пакете, а тому, кому дарили подарок, мог в него заглянуть или просто поблагодарить. Но сейчас, в принципе, у нас сразу открывают подарок как знак внимания, уважения. Я думаю, что, в принципе, сейчас это не столь важно. Если много гостей, то, конечно, открывать сразу все подарки, наверное, не получится, как-то будет неуместно и не совсем вежливо по отношению к остальным людям. Пятый вопрос. Можно ли приходить в гости без предварительной договоренности? Раньше, когда телефоны были не в каждом доме, не в каждой квартире, это было, конечно же, в порядке вещей. Но в наше время все так заняты, что все-таки визит лучше согласовывать. Это касается и друзей, и родственников, потому что, возможно, человек был занят, замотался, или у него поменялись планы, он мог забыть о вас, о том, что пригласил вас. Поэтому я думаю, что все-таки лучше позвонить перед приходом, перед визитом. Шестой вопрос. Когда можно звонить, после какого часа до какого часа? Считается, что чужому человеку нельзя звонить до 9 утра и после 9 часов вечера. Но если вы хорошо знаете своего друга и уверены, что он не спит, то, конечно, вы можете звонить и раньше, или позже. Седьмой вопрос. Принято ли писать открытку с благодарностью за подарок, приглашение? У нас никто этого не делает.
8 вопрос. Поздравительные открытки. Когда, с каким праздником и как поздравлять? Приняты ли печатные стандартные тексты или нужно писать от руки? Раньше, конечно же, писали от руки, но сейчас просто покупают открытки с готовыми пожеланиями. При желании вы можете дописать что-то от себя или просто подписать открытку своим именем. 9 вопрос. Уход гостей. Как уйти из гостей раньше, не обидев хозяев? Нужно ли предупреждать об этом? Конечно, нужно обязательно предупредить, что вы уходите, и еще лучше попрощаться со всеми гостями. Желательно, чтобы у вас была веская причина. Если ее нет, то ее стоит придумать. Говорить, что вам скучно или у вас есть дела поважнее, конечно же, не стоит. 10 вопрос. Комплимент. Какие комплименты кому и когда делаются? Я считаю, что комплименты – это всегда приятно, и их можно делать даже незнакомому человеку. 11 вопрос. Кому и когда можно и нужно давать советы, рекомендации, настойчиво предлагать помощь? Конечно же, не стоит давать советы, если вас не просили, особенно малознакомым людям. Ваши взгляды на жизнь могут не совпасть, и вы наживете себе врага. 12 вопрос. Что приносят в подарок, приходя в гости, например, на день рождения? Безошибочный вариант подарка для женщины – это цветы, только не гвоздики и нечетное количество. Четное количество только на похороны. Гвоздики дарят мужчинам, также приносят эти цветы на похороны, возлагают на могилу и различные памятные обелиски. Мужчине можно принести в подарок алкоголь. Также часто приносят торт, но этот подарок также стоит согласовывать, чтобы не оказалось, что у хозяев уже есть 5 тортов. 13 вопрос. Сколько раз в день можно говорить «здравствуйте» одному и тому же человеку? Приветствовать одного и того же человека можно только 1 раз в день. В противном случае вы рискуете услышать ответ «виделись уже?». Чтобы привлечь внимание, вы можете сказать «здравствуйте» еще раз. 14 вопрос. Нужно ли перед приходом в гости, если уже было приглашение, позвонить и сообщить об этом? Кому приходят без предварительного звонка? Без предварительного звонка можно приходить к родственникам и друзьям. Если малознакомые люди пригласили вас на какой-то праздник, день рождения или свадьбу, например, то предупреждать не обязательно. Но если это какой-то юбилей, не знаю, какой-то небольшой праздник, да, то лучше все-таки, мне кажется, позвонить и предупредить. Возможно, о вас забыли. Это мое личное мнение. 15 вопрос. Нужно ли пропускать женщин вперед, входя в помещение, в машину, в общественный транспорт? Да, конечно, женщин следует пропускать. Но первым в лифт входит мужчина, а выходит женщина. По ступенькам первой поднимается женщина, а спускается первым мужчина. Это хороший тон. Конечно, сейчас это не всегда соблюдается. Также знакомым женщинам принято открывать двери, пропускать их вперед, помогать выйти из машины общественного транспорта. И, конечно же, садиться в машину тоже следует помочь. 16 вопрос. Если студент опоздал на занятие, должен ли он, входя в аудиторию, извиниться и поздороваться? Конечно, должен поздороваться, должен извиниться, но сделать это тихо, чтобы никому не мешать, то есть практически шепотом. Я предлагаю вам новый тест, из которого мы узнаем, насколько хорошо вы знаете Россию. Итак, у меня для вас 12 утверждений. Отвечайте «можно» или «нельзя». Свистеть в доме. Нельзя. Считается, что со свистом в дом приходит ветер, который выметает все деньги. То есть свистеть в доме – это плохая примета. Целоваться в общественных местах. Можно. Во времена СССР этого делать было нельзя, но сейчас на это никто не обращает внимания. Работать с 14 лет.
Можно с согласия родителей, если труд легкий и не мешает учебе в средней школе. Изменить имя и фамилию в 10 лет. Нельзя. Менять имя и фамилию в России можно только с 14 лет. Не ходить в школу, если на улице -20. Можно, так как -20 – это очень холодно. Здороваться за руку в перчатках. Нельзя. Это неприлично. Купить пиво в 7 часов утра. Невозможно купить алкогольную продукцию в России с 23 часов до 8 часов. Купить хлеб в магазине ночью. Можно, если это круглосуточный магазин. Не учить иностранный язык в школе. Нельзя. Все школьники учат хотя бы один иностранный язык. Шуметь в квартире после 19 часов. Можно. 7 часов вечера – это не поздно. Нельзя шуметь после 9 часов вечера в будние дни и после 10 часов вечера в выходные дни. Покупать алкоголь с 18 лет. Можно и покупать, и пить. Хорошо это или плохо, решайте сами. Ставить пустую бутылку на стол. Нельзя. Это плохая примета. Существует суеверие, что если оставлять пустую бутылку на столе, то в доме всегда будет пусто. Нечего будет поставить на стол, то есть не будет ни еды, ни денег, ни достатка. По той же причине на обеденном столе не должна стоять никакая пустая посуда, будь то чашки, салатницы или тарелки. Друзья, я считаю, что если вы едете надолго в какую-либо страну, на учебу или на работу, то вы должны побольше узнать об этой стране, о людях, которые там живут, об их традициях. И сегодня в этом видео я предлагаю вам пройти тест, который состоит из 10 утверждений, чтобы понять, насколько хорошо вы знаете русских и их традиции. Итак, я буду читать утверждения, а вы отмечаете, это правда или ложь, а в конце я вам скажу правильные ответы. Итак, первое утверждение. Русские празднуют Новый год 10 дней, например, с 31 декабря по 9 января, и в эти дни они не работают. Второе утверждение. На Новый год русские люди наряжают березу. Третье утверждение. Когда русские люди встречаются, то целуют друг друга трижды в щеку. Четвертое утверждение. Если вы приходите в гости к русскому человеку, он нальет вам рюмку водки, которую нужно обязательно выпить. Пятое утверждение. Пришедших в гости людей русские обязательно угощают не только чаем с печеньем, но также зачастую предлагают вместе пообедать или поужинать. Шестое утверждение. Родственников, которые приехали в гости, русские люди селят в гостинице и оплачивают им номер. Седьмое утверждение. Когда русский человек чихает, он просит, чтобы ему пожелали здоровья. Восьмое утверждение. Большинство русских каждую пятницу после работы пьет водку. Девятое утверждение. Русские люди едят много майонеза, жареной картошки и селедки. Десятое утверждение. Если русский человек приезжает в гости или приходит, если это недалеко, неважно, он обязательно привезет подарок, маленький или большой. А теперь ответы. Первое утверждение. Русские празднуют Новый год 10 дней. Это правда. Русским людям в этом плане очень повезло. Например, в следующем 2019 году русские будут праздновать Новый год с 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 года. Белорусы празднуют Новый год только 2 дня, 1 и 2 января.
Но в негосударственных организациях очень часто устраивают выходной еще 31 декабря. Второе. На Новый год русские наряжают березу. Конечно же, это не так. Русские люди, как и все люди в мире, наряжают елку. Третье. Когда русские люди встречаются, то целуют друг друга 3 раза в щеку. Это также неправда. Это устаревшая традиция. Максимум, когда близкие люди прощаются надолго, они могут друг друга поцеловать в щеку 1 раз, какого-то родственника или близкого друга. В обыденной жизни женщины просто приветствуют друг друга, мужчины жмут друг другу руки. В бизнес-кругах принято рукопожатие между мужчинами и женщинами, то есть рукопожатие независимо от пола. Четвертое. Если вы приходите в гости к русскому человеку, он нальет вам рюмку водки, которую нужно обязательно выпить. Это тоже неправда. Если вы пришли в гости к русскому человеку, не обязательно, что он предложит вам алкоголь. Скорее, он предложит вам кофе или чай. Но на свадьбах и днях рождениях случается, что заставляют пить алкоголь. Пятое. Пришедших в гости людей русские обязательно угощают не только чаем с печеньем, но также зачастую предлагают вместе пообедать или поужинать. Это правда. Русские люди очень гостеприимные. Шестое. Родственников, которые приехали в гости, русские люди селят в гостинице и оплачивают им номер. Это неправда. Гостей русские люди селят у себя дома и зачастую предлагают им свою кровать, а сами спят на неудобном диване или на матрасе на полу. Седьмое. Когда русский человек чихает, он просит пожелать ему здоровья. Это неправда. Когда русский человек чихает, то окружающие сами желают ему здоровья. Например, кто-то чихнул, и я скажу ему: «Будь здоров, будь здорова, будьте здоровы». Это зависит от пола и от возраста, и от того, насколько хорошо я знаю человека. Мужчине я скажу: «Будь здоров», женщине: «Будь здорова». Если это пожилой человек или малознакомый, будьте здоровы. Ребенку очень часто говорят: «Расти большой». Восьмое утверждение. Большинство русских людей каждую пятницу после работы пьет водку. Конечно же, это не так. Хотя в народе пятница называется водительским днем. Почему? Потому что водитель каждый день за рулем. И только в выходные он может позволить себе расслабиться. Но это не значит, что вы в пятницу вечером увидите всех русских мужчин пьяными. Конечно, иногда в транспорте в пятницу вечером можно увидеть подвыпивших мужчин, но это не все люди. Девятое. Русские люди едят много майонеза, жареной картошки и селедки. Неправда. Сейчас все едят кто что хочет, и многие придерживаются правил здорового питания. Десятое. Если русский человек приходит или приезжает в гости, он обязательно привезет с собой подарок, маленький или большой. Это правда. Например, я, когда иду в гости к своей подруге, которая живет, кстати, недалеко от меня, всегда принесу ей шоколад или фрукты. Особенно это актуально, если в доме есть ребенок. Детям принято нести сладости. Весь этот год я рассказывала вам о русских праздниках, и сейчас пришло время проверить, насколько хорошо вы слушали меня, друзья мои. Сегодня я предлагаю вашему вниманию тест, который касается русских праздников. Наверное, если вы давно смотрите мои видео, вы знаете, как сильно я люблю давать вам различные веселые тесты. Итак, сегодня я предлагаю вашему вниманию новый тест. Вас ждет 12 вопросов. И первый вопрос. Когда русские люди отмечают Рождество? А. С 24 на 25 декабря. Б. С 31 декабря на 1 января. В.
с 6 на 7 января. Второй вопрос. Какой главный символ Нового года? А. Новогодняя елка. Б. Красная звезда. В. Новогодний салют. Третий вопрос. Какой еще один праздник русские отмечают в День российского студенчества 25 января? А. Старый Новый год. Б. День Татьяны. В. Масленицу. Четвертый вопрос. Когда русские отмечают День защитника Отечества? А. 23 февраля. Б. 8 марта. В. 1 сентября. Пятый вопрос. 8 марта русские празднуют: А. Масленицу. Б. Международный женский день. В. Праздник весны и труда. Шестой вопрос. 1 апреля русские празднуют: А. День смеха или дурака. Б. День учителя. В. Новый год в России. Седьмой вопрос. Праздник Пасхи отмечается: А. Всегда 28 апреля. Б. В первое весеннее полнолуние. И В. Это праздник переходной даты. Восьмой вопрос. 1 мая – это праздник: А. Весны. Б. Труда. В. Весны и труда. Девятый вопрос. День Победы над немецко-фашистскими захватчиками русские празднуют: А. 7 ноября. Б. 9 мая. В. 2 сентября. Десятый вопрос. День русского языка русские люди отмечают: А. 1 сентября. Б. 6 июня. В. 7 ноября. 11 вопрос. 1 сентября – это: А. Праздник осени. Б. День учителя. В. День знаний. 12 вопрос и последний. День учителя русские люди отмечают: А. 1 сентября. Б. В первое воскресенье октября. В. Всегда 5 октября. А теперь ответы. Первый вопрос был: когда русские люди отмечают Рождество? Правильный ответ В. С 6 на 7 января. С 24 на 25 декабря Рождество отмечают католики, а русские люди в общей своей массе православные. Православные же отмечают Рождество с 6 на 7 января. С 31 декабря на 1 января русские, как и все люди в мире, празднуют Новый год. Второй вопрос. Какой главный символ Нового года? И, конечно же, это вариант А. Новогодняя елка, как и во всем мире. В СССР советские люди любили устанавливать на верхушку новогодней елки звезду, но все равно главным символом Нового года являлась елка. Ну а салют – это отличное дополнение к празднику. Третий вопрос. Какой еще один праздник русские отмечают в День российского студенчества 25 января? И правильный ответ Б. День Татьяны. Святая Татьяна считается покровительницей студентов. Подробнее смотрите об этом в моем видео, об этом празднике. Четвертый вопрос. Когда русские люди отмечают День защитника Отечества? И правильный ответ А. 23 февраля. 8 марта русские люди отмечают Международный женский день, а 1 сентября – День знаний. Пятый вопрос. 8 марта русские празднуют. И правильный ответ Б. Международный женский день. Масленица отмечается или в конце февраля, или в начале марта. Праздник весны и труда – это 1 мая. Шестой вопрос. 1 апреля русские празднуют. Правильный ответ А. День смеха или дурака. Когда-то давно русские люди отмечали Новый год весной, но сейчас его празднуют, как и все люди в мире, с 31 декабря на 1 января. День учителя в России отмечают 5 октября. Седьмой вопрос. Праздник Пасха отмечается. Правильный ответ В. Это праздник переходной даты, то есть дата меняется каждый год. От чего это зависит, смотрите в моем видео об этом празднике. Восьмой вопрос. 1 мая – это праздник. И правильный ответ В. Весны и труда. 2 в 1.
Девятый вопрос. День Победы над немецко-фашистскими захватчиками русские празднуют. Правильный ответ Б. 9 мая. 2 сентября 1945 года закончилась Вторая мировая война, а 9 мая 1945 года Великая Отечественная война. Поэтому День Победы русские празднуют именно 9 мая. 7 ноября – это День Октябрьской революции. 10 вопрос. День русского языка русские люди отмечают. Правильный ответ Б. 6 июня. 1 сентября – это День знаний. 7 ноября, как вы уже знаете, это День Октябрьской революции. 11 вопрос. 1 сентября – это. Правильный ответ В. День знаний. Праздник осени. Такого праздника нет, я его выдумала. День учителя отмечается 5 октября. Последний вопрос, 12. День учителя русские люди отмечают. Правильный ответ В. Всегда 5 октября. Раньше День учителя русские люди отмечали в первое воскресенье октября. Кстати, в Беларуси до сих пор мы отмечаем этот праздник именно в этот день, в первое воскресенье октября. 1 сентября – это День знаний. Друзья, надеюсь, это видео было для вас полезным. Спасибо, что посмотрели его. Пока!